Следующий вопрос. Христос воскресе! Воистину воскресе! Отец Владимир, мой сын совершил большой грех и осужден на 13 лет за наркотики. Ему 23 года. Сейчас отбывает срок заключения в колонии. При колонии есть храм святителя Николая. Сейчас он трудится в храме. Отец Владимир, какому святому нужно молиться? Каким агапистам? Спасибо вас, Господи. Специально показательный вопрос. Да. Только я-то не нужен. Господь же ответил. Он там, где храм Николай Угодник, там он уже при храме. Вопросы отпали. Это очень сильное свидетельство. Когда до вопросов уже пошли ответы. Значит, Господь там рядышком с ним. Значит, его сердце и сердце кто-нибудь молиться. Такое, что Бог уже ответы уже начинает давать. Мы молимся Николаю Угоднику о таковых, чтобы даже правильный человеческий суд был бы еще и, кроме правильности, милосердным. И чтобы те, кто оступился и оказался там, в местах лишения свободы, использовал это, чтобы прийти тут другим, измениться, переродиться. Хочу поделиться небольшим фактом. Сейчас, есть люди, там женщина приезжает в Болгар в среднем раз в месяц, как по расписанию. Хотя я ей говорю, зачем вы ездите? Но она ей кажется, это надо. У нее муж очень высокий пост занимал в администрации государственной. И никому же не секрет, вы все взрослые, знаете, все идут во власть для какой цели? Для одной. Как говорят культурные люди, делать деньги. И никому, наверное, не секрет, вы знаете, что основная масса средств государственной казны, расходясь по различным как бы добрым направлениям, на самом деле просто банально разворовывается. Слова одного специалиста, не меня, я не знаю, я его спросил. Он работает, серьезную работу делает, он делает дороги нам. Я сказал, в среднем в России какая сумма от средств, выделенных государством, идет реально в дороги? Он говорит, не более 25%. 75% разворовывается. В разных отраслях там по-разному. Я не говорю, что все чиновники воры, конечно, нет. Естественно, нет. Но процент слишком велик, большой. Мы это знаем, это никому не секрет, все это знаем. И это, наверное, не они еще виноваты, только система соответствующая так работает. Мы даже в церкви видим нечто аналогичное в наше время, что кого-то удивляет, а от меня, например, нет. Чем удивиться? Люди везде, люди. И под рясой те же страсти, что и без рясы. И вот он, ее муж, вот в этой упряжке. А с волками жить и не по-волчьи выть съедят. Он решил оставаться с волками и тоже стал, как они, приватизировать общие деньги государственные в свой карман. Тем более, что мы наследники Советского Союза. Помните, когда раньше пели в Советском Союзе? Все кругом колхозное, все кругом мое. Раз мое, вот я и беру свое, не чужое, мое беру. Так вот, попался он на эту. Там серьезные дела, очень большие. Там был факт и с убийством связанный. В общем, там серьезно очень крутят. И много что реально этому человеку могут инкриминировать. Там срок очень серьезный может быть. Но его мутузят 1,5 года уже. И ничего не могут сделать. И факты складываются, и свидетели, и потом отказываются, и следователи в тупике. А он, находясь там, он не скрывая говорит, я если виноват, то пред Богом, вам таким же, как я, и виноватым в том же, и также делающий, как я делал, только в других органах, я показаний давать не буду. И потому что других не представлять. И еще говорит, я свой суд отдал в руки Бога через Николая Угодника. И он вместе с Болгаром
там, в СИЗО, каждый четверг в 8 вечера оказывается Николай Годник. А заключенный, узнав об этом, что 1,5 года тот молится, ничего не мог с ним сделать, когда он сам стоит молиться, он говорит: я с тобой, я тоже буду молиться. И он там как апостол. Благодаря ему начинают молиться многие. И с ним ничего мог сделать. Жена рассказала, приехала, говорит, она по имени называет мужа и говорит, сказал, передайте Владимиру, пускай он знает это. А что там случилось? Следователь говорит, следователь с ним мучается, и он же второй следователь, одного сменили. Тот все видит, понимает эти вещи. Какой-то огонек в Божьей душе есть. И он говорит, слушай, сделай одно из двух. Ему говорит, заключенному, одно из двух. Или брось молиться, мы тебя посадим все-таки, в конце концов. Ты сейчас мучишь. Или молись так, чтобы мы тебя отпустили. Это одно из двух. Ты как-то не так молишься. Вы представляете, человек извне, видит ситуацию, в течение 1,5 лет, такие вещи говорит. Это к вопросу даже виноватых. Бог праведный, но милосердный спасает. И видите, что с этим человеком сделал? Он там понес правду Христову. Он не только молитву говорит. Понятно, у него изменения в образе мысли идут. Я не сказал, что он мечтает выйти оттуда и изменить весь образ своей жизни. Это уже понятно теперь. Понятно. Поэтому это не просто избавиться от наказания, от тюрьмы. Это найти путь и новую жизнь. Вот что это важно. Мы молимся, Святой Николай. Вот один из примеров на эту тему сейчас совершающийся.